На данный момент мы вернулись в свой родной город, в город Сумы, для того, чтобы показать вам, а что же русский освободитель натворил в Сумском регионе. На данный момент мы находимся на улице Спартака. Это район называется Роменко. Местные жители и сумчане все прекрасно знают этот район. И за моей спиной находится то, что раньше было частным сектором. Этот райончик подвергся бомбардировке. Сюда было сброшено 3 авиационные бомбы. Произошло это в 10:30 вечера. В результате этой бомбардировки погиб 21 человек. Если мне не изменяет память, если ничего не поменялось, то из них 2 детей. Как вы видите, от частного сектора ничего не осталось, и несмотря на то, что коммунальная служба разбирает завалы здесь уже не первую неделю, здесь все равно еще сплошные руины. Сплошные руины. Большое количество людей остались без домов, без крыши над головой. Но о количестве жертв я вам уже сказал. И это не единственный район в нашем городе, который подвергся атаке со стороны российских освободителей. Очередной райончик нашего города по просьбе местных жителей, я не буду говорить, как он называется, но 26 февраля приблизительно в 18:30 сюда в частный сектор прилетела предположительно ракета. 2 жилых частных дома. Отойдите от машины. Погибших не знаем. Скорая помощи, все сюда. Попала в частный дом. Сгорел полностью. Мы не знаем точно какая, то ли это Искандер, то ли это точка У. Да, именно точка У. И, кстати, ватники, хватит вопить о том, что у вас нет точка У. У вас есть эти ракеты, и вы ими как следует хорошенечко гатили на учениях, которые назывались у вас «Всесоюзная решимость 2022». У вас есть точка У, и она не снята с вооружения. Так вот, продолжу констатацию факта. Здесь находилось несколько частных домов. В 18:30 сюда прилетела ракета, и как следствие 3 мирных жителя погибли. От домов ничего не осталось. Ахтырка – это районный центр Сумской области, который находится приблизительно в 70 километрах от города Сум. И Ахтырка – это, наверное, тот районный центр, вообще тот город, которому досталось больше всех. Из чего только Ахтырку не обстреливали. И из реактивных систем залпового огня, и авиация, и артиллерия. И вот сейчас мы находимся в пригороде Ахтырки. Это поселок называется Климентово, от которого практически ничего не осталось. Частный сектор возле дороги. Я стою на краю просто огромнейшей воронки. От чего эта воронка, сказать не могу, то ли от какого-то Искандера, то ли еще от чего-нибудь, но размеры воронки просто заставляют вставать волосы дыбом на голове. Как результат, полностью все ближайшие дома уничтожены и не подлежат восстановлению. Люди, владельцы этих домов, пытаются хоть что-нибудь спасти из своего личного имущества, какую-то мебель, какие-то ценные, неценные вещи, но вывозят все, что уцелело. А это здание придорожной кафешки, которая, несмотря на то, что
Взрыв был в соседнем дворе, тоже основательно пострадала и практически полностью разрушена. И, кстати, вот взрывная волна была такой силы, что стена, наружная стена, оказалась сейчас вогнутой вовнутрь. И, естественно, как следствие, весь этот дом под снос. Эта кафешка была местом отдыха для многих путешественников. Здесь много кто останавливался перекусить, и команда Sumo Racing Team в том числе. Однако нынче этой кафешки больше нет. На данный момент мы находимся в Ахтырке, это частный сектор. И я стою на краю воронки, которая была образована в результате разрыва авиационной бомбы. И таких воронок здесь, в этом районе, 6. И как результат полностью разрушенные дома. Жилые дома, от которых практически ничего не осталось. Что же касается жертв среди мирного населения, на данный момент у нас этой информации нет. Но в целом люди говорят, что в Ахтырке их сотни. Эта воронка уже размером поменьше, но суть заключается в том, что она находится прямо между жилыми домами. Некогда жилыми домами, от которых ничего не осталось. И то, как сработала взрывная волна, ярко нам демонстрирует Шкода Октавия, которая превратилась в груду металлолома. Обычные жилые кварталы, где жили мирные жители. Возможно, у некоторых возникнет вопрос, а зачем мы вам это показываем? А я отвечу. Для того, чтобы потом в будущем у некоторых иностранных зрителей не возникало вопросов, а почему действие армии Российской Федерации признано геноцидом против народа Украины. Я сейчас не готов сказать, что сделало эту гигантскую воронку. Это Ахтырка, район называется Дачный. Но, что самое главное, нужно понимать. Один частный дом, второй частный дом, третий, четвертый. Там вон находится кирпичная пятиэтажка, которая, к счастью, уцелела. А за моей спиной находится еще одна кирпичная пятиэтажка. И если внимательно посмотреть, 5-й этаж полностью разрушен. На определенном этапе пребывание в Ахтырке для людей стало подобием русской рулетки. Неважно, где вы находитесь, в собственной квартире, в частном доме или на детской площадке, прилететь может куда угодно. К тому же ракетам, бомбам или минам абсолютно безразлично, кто вы – солдат, пенсионер или ребенок. Хотя после Бучи и Ирпеня мы все прекрасно понимаем, что российскому солдату этот факт тоже безразличен. Несмотря на то, что эта воронка обладает куда более скромными размерами по сравнению с теми воронками, которые мы вам уже сегодня успели показать, трагедия, которая произошла здесь, в Ахтырке, на улице Петропавловская, вызывает состояние шока. На второй день войны мужчина забрал свою 7-летнюю внучку и возвращался из детского сада. В этот момент именно сюда прилетел какой-то снаряд, и мужчина успел накрыть свою внучку и погиб сразу на месте. Однако девочка, получив серьезное ранение, скончалась спустя сутки.
Центр Ахтырки, центральная улица. За моей спиной находится универмаг, а точнее то, что от него осталось. На противоположной стороне улицы находятся руины, уже руины городской мэрии. И еще одна воронка прямо посреди проезжей части. Это результаты ночной бомбардировки. Вот самолет как шел, и вот так вот 3 бомбы сбросил прямо в центральной части города. Произошло это приблизительно в час ночи. Стоя у подбитого российского танка, хотелось добавить немного позитива в наше видео. Ну, во-первых, вы помните, что мы собирали деньги для помощи нашим бойцам, собирали и продолжаем собирать. Так вот, вчера мы доставили на фронт очередной автомобиль, а конкретно Mitsubishi L200 с кунгом. Это второй уже L200, который с помощью вас, друзьяки, команда СРТ купила в Европе и доставила прямо ребятам на передовую. Также я хотел сказать в очередной раз огромное спасибо Юрию Хамицкому, который эту машину покупал, который эту машину доставлял и который эту машину ремонтировал. Помимо всего прочего, хотелось бы выразить огромную благодарность тернопольским волонтерам, а конкретно Виталику и Анатолию. Это сумасшедшие ребята, которые помогли организовать, во-первых, 2 квадрокоптера, которые уже находятся на передовой. Также они помогли организовать дизель-генератор, куча медикаментов, продовольствия. И этот L200, который ехал на передовую, был загружен до отказа. И тернопольчанам огромнейшее спасибо и низкий поклон. Помимо всего прочего, друзья, вы прекрасно знаете, что многие блогеры, многие журналисты нынче объединяются для того, чтобы делать контент, который рассказывает о всей той дичи, которую после себя оставляют русские освободители. Вот. И поэтому хотели поделиться с вами новостью, что наши близкие друзья, очень близкие, открыли YouTube-канал, а также у них есть очень классная Instagram-страница, куда они выкладывают свои работы, которые касаются войны. Это очень и очень, ну, если можно так сказать, крутая и очень профессиональная работа. Пожалуйста, пройдите по ссылочкам, оцените, посмотрите и не поленитесь подписаться. І скільки залишилось людей в підвалі? Я сам. Ви сам? Ви зараз самі? Так. Поки що немає в мене альтернативи, куди з'їжджати. Поки тут буду, а там може світло дадуть, може воду. Также, забегая наперед, хотел вам сказать, что еще несколько автомобилей мы планируем завести из Европы сюда, к нам в Украину. И по этому поводу даже попытаемся снять большой видеоотчет. Также я должен вам сказать, что мы изначально хотели помочь ребятам тепловизорами. Однако все те бойцы, которые являются нашими хорошими знакомыми, нашими друзьями, попросили все-таки в первую очередь помочь автомобилями. И поэтому тепловизорами, скорее всего, мы будем заниматься немножко позже. Друзьяки, все необходимые ссылки на YouTube-канал. Также, если вы хотите помочь СРТшникам, если вы хотите помочь нашим бойцам, вы сможете найти в описании под этим видео. Вам огромнейшее спасибо и низкий поклон, а мы двигаемся дальше. Некогда уютная автозаправочная станция теперь выглядит вот так. Разбитые витрины, разбитые лайтбоксы, сожженные колонки, а также полностью уничтоженная стелла. Именно так выглядит АЗС на въезде в город Чернигов. И сегодня мы прибыли сюда для того, чтобы вместе с вами увидеть, а какой же после себя след русский мир оставил в этом городе.
Буквально в 2 минутах езды от АЗС мы увидели очень необычное место. Выкошенная березовая роща, разрушенное здание базы отдыха – все это напоминало место падения Тунгусского метеорита. Однако на самом деле это результат работы российских ракетных систем залпового огня. Этот район Чернигова называется Подусовка, а за моей спиной находится школа номер 18. По мнению войск Российской Федерации, здесь находился какой-то очень важный военный стратегический объект. И именно поэтому школа 18 подверглась авиаудару. Без жертв, к сожалению, не обошлось. Вообще нужно сказать, что город Чернигов – это областной центр с населением 280 тысяч человек. И за время активной фазы боевых действий в Чернигове, по предварительным данным, погибло около 1000 мирных жителей. И причем эта цифра очень примерная и далеко, к сожалению, не крайняя. Все тот же район Чернигова, улица Гагарина. Неподалеку от школы номер 18 находится супермаркет АТБ. Теперь он выглядит так. А здесь справа в лесу, недалеко от супермаркета АТБ, находится еще одна школа под номером 21. Школы номер 18 и 21 были разрушены в результате бомбардировок посреди бела дня. Однако позже все авиаперелеты в Чернигове проводились с 4 до 5 утра. Улица Вячеслава Черновола. За моей спиной находится сравнительно новая высокоэтажка, а слева от меня старенький совдеповский панельный дом. И на этих домах отчетливо видны следы авиационных ударов. Здесь проходила бомбардировка. Какие здесь военные стратегические объекты, нам до сих пор непонятно, но весь этот район усеян воронками от авиабомб. Одна воронка, вторая воронка и третья авиабомба как раз попала по ходу полета, по ходу движения самолета в жилой дом и уничтожила 1, 2, 3, 4, 5 этажей. Что же касается панельного дома, то разрушение здесь гораздо более существенное. Произошло частичное обрушение части дома, и здесь сейчас работают коммунальные службы для того, чтобы разобрать завалы. Вы знаете, что над Черниговом был сбит и пойман в плен пилот красноярцев, и по мнению многих местных жителей, это как раз его работа – бомбардировка мирных кварталов. Центр Чернигова. Его красоте могут позавидовать многие европейские города. Однако военные дизайнеры Российской Федерации решили внести свои коррективы в этот безупречный дизайн. Это гостиница «Украина» после попадания полутонной бомбы. В данный момент я нахожусь рядом с молодежным центром, а точнее с тем, что от него осталось. Это была памятка архитектуры, это бывший кинотеатр имени Щорса. И сюда посреди бела дня прилетел «Искандер». Взрыв был такой силы, что пострадали даже соседние здания. К счастью, в этом месте обошлось без жертв.
Воронки посреди проезжей части, сгоревшие машины, сожженные дома. Передвигаясь по Чернигову, мы поняли, что выключать видеокамеру нет смысла. Почти в каждом квартале города были видны следы попыток так называемой денацификации, а попросту говоря, следы убийств мирных украинцев. Район Бобровица. Это общежитие целенаправленно расстреливали из артиллерийских орудий. Это Новоселовка, пригород Чернигова, которую войска РФ планомерно пытались стереть с лица земли с помощью авиаударов, с помощью артобстрелов, с помощью минометов. Все, что было у них под рукой. Этот населенный пункт просто пытались выжечь. Для чего? Ну, скорее всего, для того, чтобы легче было войти в Чернигов, что по факту у них так и не получилось. Вокруг меня десятки разрушенных домов. Здесь даже сложно понять, где заканчивается один двор, а где начинается другой. И таких разрушенных домов в округе Чернигова сотни. Российский Т-72, который без получения соответствующего разрешения решил покататься по Чернигову, за что и был справедливо наказан. Башня от взрыва перепрыгнула на переднюю часть, навсегда изменив у этого танка развесовку по осям. В Чернигове мы сегодня провели целый день, и нас очень впечатлило две вещи. Первое – это то, что Чернигов – это прекрасный, свежий, красивый, зеленый город. Дело в том, что это город с богатейшей историей, ему уже более 1300 лет. А второе – это то, что в Чернигове практически не осталось ни одного района, куда бы не прилетело, куда бы не добрались ракеты, авиабомбы, либо артиллерийские снаряды Российской Федерации. Сейчас мы находимся на райончике, который называется ЗАС, это в Чернигове на окраине, и за моей спиной здание общежития. Сюда прилетело несколько авиабомб, и кирпичное здание разрушено и не подлежит восстановлению. Передо мной опять-таки находится очередная воронка, оставленная авиабомбой. Здесь совсем рядом сгорел небольшой продуктовый рынок. Чуть-чуть дальше сгорела абсолютно ни в чем не повинная ни перед кем кафешка.
И таких объектов в Чернигове просто сотни. Для того, чтобы хотя бы бегло все это отснять на видеокамеру, нужен не день, не два и не три. Каждый райончик в этом городе прошел так называемую процедуру денацификации и демилитаризации. Но это еще не все. Дело в том, что войска Российской Федерации пытались всячески отрезать Чернигов от внешнего мира. Город был практически полностью окружен, а единственный мост, который сообщает Чернигов с остальной Украиной, был взорван. По мнению многих военных экспертов, здесь пытались устроить второй Мариуполь. Однако, к счастью, у Российской Федерации это не получилось. Друзья, команда Sumo Racing Team продолжает свое путешествие по Украине. Мы стараемся показывать вам всю ту дичь, которую после себя оставляет русский мир. Не переключайтесь, будьте с нами и до скорых встреч. В Херсоне, походу, второй Майдан. Кто переживал, что люди не придут. Даже дезинфаши сегодня всех поубивают. Кто придет, не сработало. Люди пришли, людей дохерища. Херсон – це Україна! 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 Орки охуевшие, походу, вообще. Молитесь,